Однажды ты проснешься и увидишь, что все, о чем ты мечтал когда-то, сбылось. Сегодня расскажу про желание. Вообще идея видео пришла абсолютно спонтанно, случайно. Сейчас все расскажу. Желание. Сегодня хочу поговорить про желания, как они вообще сбываются. И иногда ты просто не осознаешь, что твое желание исполнилось. Я много раз слышала о пользе писать желания, свои желания, даже самые смелые, и у каждого свое видение этой темы, там рекомендации какие-то. Я много читала про это в разных книгах, смотрела там какие-то видео на эту тему, и кто-то рекомендует там их визуализировать, кто-то говорит, что нужно там написать и забыть, и кто-то говорит, что нужно там об этом думать каждый день, как будто там это уже все сбылось. В общем, каждый сам выбирает свой подход. Сейчас я хочу обратить внимание, что я говорю не про цели, а про желание. То есть про цели — это совсем другой какой-то там другой подход, другая тема и так далее. Почему я вдруг про это вспомнила? Недавно я наткнулась на свой список из 100 желаний, который писала там несколько лет назад. Это было, реально там лет 5, может быть, назад. Прочитав его, я отметила, что к этому моменту сбылось. То есть какие желания сбылись. И я шла просто по списку, я была реально в шоке. Отметила те желания, которые исполнились. Их оказалось 78. 78 моих желаний были исполнены из этого списка. К слову сказать, желания были вообще самые разные. Там от каких-то мелочей типа красивых там полотенец для кухни, до какой-то там собственной квартиры большой там в каком-то определенном районе и так далее. И вообще сбыча желаний не зависит от масштаба этого желания. И смотря на этот список, я могу сказать, что это действительно так, это ничего не зависит. То есть ты можешь загадать вот такое желание, можешь загадать вот такое желание. Оба они сбудутся, исполнятся. И я хочу поделиться наблюдениями, своими наблюдениями на этот счет. Я так думаю, где-то лет 7 назад я впервые начала копаться вот в этой теме желаний и решила написать свои. Я думала, что там, меня невозможно будет остановить, и я буду постоянно там, писать какие-то свои желания. Это было, напомню, там, лет 7 назад, потому что у меня в голове крутилось там много всего. Ой, я бы и вот это, и вот это, и вот это. Прочитала в какой-то книге, что начните там, с хотя бы там, 5-10 желаний напишите. И я подумала, что какая мелочь, ладно, то есть надо с чего-то начинать. Но как же я ошибалась на самом деле, потому что, по крайней мере, так было у меня, когда я никогда в жизни не писала какие-то свои желания именно вот от руки, там, на бумаге. Какие-то были мысли какие-то в голове, да, но когда ты пишешь на бумаге, как бы это совсем другое. Тебе надо сформулировать там, что ты хочешь, вот четко как-то для себя определить. И я написала 3 желания. И что-то вроде такого, знаете, прям банальщина, там какая-то квартира, там машина, вот прям совсем какие-то прям примитивные какие-то вещи. И тогда мне казалось, что это все. Все, я остановилась, и я поняла, что у меня больше ничего нет. Я не знаю, чего я хочу, да, что мне желать. И тогда меня осенило, неужели у меня нет никаких вообще желаний, никаких желаний, что по сути в голове просто какая-то картинка идеальной жизни, которую вряд ли там я сама придумала, да, то есть я, может быть, где-то что-то увидела, но я даже не могу это сформулировать, как бы хочу я это или не хочу, или это какое-то вот те желания, которые, как говорят, там нам навязаны и так далее. Это было очень непросто осознать, что у меня нет никаких желаний. Но там, поднапрягшись, я таки выдавила из себя там где-то десяток желаний. Сейчас я понимаю, что все эти там 10 желаний, которые я тогда написала, они были не мои. Я там, например, видела, что кто-то классно готовит, и хотела пойти учиться на повара. Или пройти какие-то курсы по ресторанным блюдам. Видела
успешный успех в каких-то городах, и я думала, что мне тоже надо поехать вот в этот город. Сказала, что я вот хочу там жить. В общем, все эти хотелки были навязаны мне извне, но так как других как бы у меня не было желаний, я написала вот то, что вот, ну, просто вот то, что было. Это был, наверное, самый, ну, может быть, не самый первый, но один из первых шагов на пути к себе, когда ты понимаешь, что то, что ты написал, вообще никак не отражает тебя, не определяет тебя. Это вообще к тебе не относится и не имеет никакого отношения к твоей сути. Ты на самом деле хочешь не этого. Но, как говорится, надо с чего-то начинать. Чтобы это осознать, нужно хотя бы написать вот эти с пяток или 10 желаний, чтобы это осознать. В следующем году я опять решила написать 10 желаний и написала уже 100 желаний, то есть это уже был более такой осознанный список. И этот список был, и эти желания из этого списка были куда ближе ко мне. Опять же, там были совсем разные желания, там и какая-то одежда, и поездка, курорт, горы, и я это все писала, погрузившись в себя. То есть это была какая-то, не знаю, релакс-атмосфера. Я люблю вот эти вот все настольные лампы, ты пишешь, и вот это все спокойствие. И когда я написала этот список, я реально про него забыла. То есть я убрала вот эту тетрадь, убрала ее куда-то подальше в стол и вообще не доставала ее. То есть я как-то... У меня не было такого, что вот я постоянно помнила, так, а я вот записала вот это желание, сбылось оно или нет, или вот этого не было. Я просто написала как-то и переключилась на что-то другое, пока не наткнулась на эту тетрадь вот до недавнего времени. И на самом деле не очень удивилась, что у меня там больше половины этих желаний сбылось. У меня есть некоторые мысли по этому поводу, почему это произошло. Я думаю, что тут сыграло несколько факторов. То есть, во-первых, я писала от себя, я писала в тишине, не в первый раз, спросив себя, чего я хочу на самом деле. И так ли важно для меня жить в том или ином городе, или я просто хотела путешествовать, например. То есть это немножко про разное, да, туризм и миграция — это разные вещи. Второе, я не придавала большой значимости этому списку, он был попросту забыт. На самом деле я его писала скорее просто для понимания той точки, в которой я нахожусь сейчас, да, вот на данный момент, какие у меня желания по жизни. Вот в данной точке времени, да, что я хочу, что меня привлекает вот в жизни. И третье, я не думала, когда писала этот список, каким образом могут сбыться те или иные желания. Я просто делала, как говорят, запрос Вселенной, да, выразила, так сказать, свое желание, а Вселенная уже там сама разберется, как ей это осуществлять или не осуществлять. Поверьте, вот почти все желания из списка сбылись не тем образом, каким я могла себе представить. Да? То есть вообще даже не близко. Что касается вот этого списка желаний, я сейчас пишу свои желания регулярно. Это такая как бы практика, как я уже говорила, да, погружение в себя, нахождение, определение, где я нахожусь в данный момент времени, в данный момент своей жизни. И я бы сказала, что где-то минимум раз в год я это делаю. Я отключаю телефон, отключаю интернет, чтобы никто меня не отвлекал. И вечер вообще для меня идеальное время для этого занятия. Обожаю вот это свое рабочее место, стол, чашка чая, лампа, ручка, блокнот и вот это вот все. Я никогда не перечитываю список этих желаний, я просто убираю его, определяю для себя вот эту точку, которую я хочу определить, и, собственно, все. То есть для меня приходит какое-то понимание, скорее всего, часть какая-то остается где-то в подсознании, да, что мне это дает какое-то, не знаю, спокойствие, уверенность и какое-то понимание, может быть, какой-то стержень, где я нахожусь сейчас, и какая у меня, можно сказать, начальная точка. То есть каждый раз этот список определяет мою начальную точку, где я нахожусь в данный момент времени. Что для меня написание вот этих желаний? Для меня это, во-первых, расширение. То есть когда я пишу 10 желаний, это одно. Когда 100,
это совсем другое. Когда там, если ты можешь написать 200, напиши 200. 10 желаний обычно лежат прям вот где-то на поверхности. И начиная, я бы сказала, где-то с строчки 30-й, наверное, это уже становится интереснее. Да? Все вот эта шелуха уходит какая-то, то, что обычно первый раз люди пишут квартира, машина и так далее, а что еще, да? То есть это все какие-то материальные вещи. И, кстати, в списке желаний может быть не только вещи материальные, и зачастую это вообще не материальные вещи, да? Это может быть самое-самое вообще разное, что ты хочешь в данный момент времени. Еще один пункт такой, что мне дает написание желаний: я становлюсь ближе к себе, я узнаю себя, как бы свое истинное я и свои внутренние какие-то потребности, хотелки и так далее. И самое классное, что я могу отметить, это сравнение. Мы же все знаем, да, что нужно сравнивать всегда себя с собой, не с кем-то другим. У нас там разные пути, разные бэкграунды, разные там точки. Вообще мы все разные. И интересно всегда сравнивать себя с собой. То есть взять список желаний, которые я писала, не знаю, 3 года назад, да, и взять список желаний, которые я пишу сейчас. И это вообще дает вам просто какое-то гениальное, я не знаю, понимание себя. Это очень круто, и я понимаю, что я расту, что те желания, которые 2-летней давности, кажутся сейчас, мне кажется, вообще просто какой-то ерундой, потому что у меня это стало моей, как бы, не знаю, рутиной. То есть у меня было желание года 3 или 4 назад с удовольствием вставать по утрам. То есть я не вставала по утрам с удовольствием. Сейчас я не представляю, как можно встать утром без удовольствия. То есть это стало какой-то вообще обыденностью, рутиной. И такое желание тоже может быть. Вот для меня это было важно. Да? И сейчас я понимаю, что да, 4 года назад я желала этого, сейчас это просто моя жизнь. И я в этот момент могу подумать и вот об этом я мечтала, вот этого я желала. Это же сейчас просто образ жизни. И сейчас все изменилось. И другие желания, другие ценности. Это очень ценно, мне кажется, для себя понимать, что ты не стоишь на месте, что ты растешь, что твои желания сбываются. И опять же, хочу отметить, что это не про цели. Я как-то говорила, что вот цель, не надо распыляться, выбери себе 2-3 цели и так далее. Но желания — это нечто другое. Желания могут перерасти в цели, но здесь я использую желания именно для понимания себя, для, как я уже говорила, расширения, да, для вот как-то какой-то близости с собой и так далее. И я хочу сказать, что желание — это не про минимализм. Для меня нет минимализма в желаниях. Учитывая там все вышесказанное, однажды ты проснешься и увидишь, что все, о чем ты мечтал, когда-то сбылось. И тут я еще хочу добавить, что как ты узнаешь, что ты живешь жизнью своей мечты? Только если ты пишешь желания регулярно, если ты пишешь регулярно, чего ты хочешь, вот тогда ты можешь достать, как я уже говорила, 2 списка, да, и просто их сравнить и понять, что сейчас это жизнь твоей мечты, о которой ты мечтал там год назад или 2 года назад. Вот это вот самое, наверное, приятное в этой активности. Как всегда, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии, мне очень будет интересно почитать и вообще всем остальным почитать, что у вас вообще в принципе с желаниями, как они сбываются, пишете ли вы что-то или это все как-то случайно происходит, да, то есть какие-то такие вот вещи. Я не знаю, как сбывать желания специально. Я просто поделилась тем, что произошло у меня. Может быть, кто-то расскажет какой-то свой подход к желаниям. Спасибо и увидимся в следующих видео.